Всем привет, с вами на связи Андрей Финашный, канал TestLab, и у меня сегодня мини-отчет по поводу, что случилось с данной фарой после бронирования. Тем, кто смотрит меня первый раз, напомню, что вот с данной фарой от Kia Sportage, мы делаем серию экспериментов. И мы выяснили, что с помощью полировки фар можно улучшить свет на вот такой обычной линзованной фаре где-то на 70%. Это просто огромная прибавка в свете, и, безусловно, этим стоило заняться, то есть действительно мы достигли своей цели. Но после того, как я ее отполировал и дал вот эти данные, возник вопрос, а что делать дальше? И мы договорились, что мы ее бронируем и смотрим, насколько уже пленка ухудшает свет после бронирования. И теперь докладываю вам о результатах. Сразу скажу, они просто поразительные. Контакты тех ребят, которые мне бронировали фары, и для Твери, соответственно, для кого актуально, я дам вот обязательно под видео. Но давайте смотреть, что было дальше. И после того, как они забронировали мне фару, я приехал, я обратил внимание, что фара стала более прозрачной. Мне так показалось на тот момент, я смотрю, что она стала еще более прозрачной и более блестящей. И ребята дали свою рекомендацию, что в течение где-то 2 суток, пусть она посохнет, никаких экспериментов со светом не делать. В Инстаграме вы видели фотку этой фары сразу после бронирования. Даже там видно, насколько она прозрачная, насколько она блестящая. Она как новая и даже лучше новой. Ну, в общем, эти 2 дня прошли, я прям на эту фару смотрел, мне прям не терпелось сделать заново замеры и посмотреть действительно, что у нас стало со светом. И вот вчера вечером, наконец, решил я произвести замеры. Ребят, и что я увидел? Я опять поставил фару, замерил все эти 16 точек, которые я обычно замеряю. И, ребят, я охренел. Охренел я, ребят, от того, что фара после бронирования, после наклейки пленки стала светить ярче, чем до наклейки. Представляете? Пленка. Как вот такое может быть? То есть пленка, она же должна задерживать свет. А фара после бронирования стала светить ярче. Вы сейчас видите графики. У нас появилась прибавка где-то на 14%, я опять же подглядываю в данные, появилась прибавка на 14% после поклейки пленки. Вы представляете, это какие-то просто фантастические результаты. Я на самом деле ожидал, что пленка должна ухудшить цвет, ну, процентов на 10-15, может быть. Вот так вот, абсолютно новая пленка. Должна его ухудшить на 15%. Она его улучшает на 14%. Причем, если посмотреть на графики, то видно, что в центре фара стала светить еще ярче из-за пленки. Еще ярче, представляете? То есть мы каким-то образом, нам удалось улучшить освещенность благодаря поклейке пленки. Причем на обоих графиках и по верхним точкам, вот центральным, которые у светотеневой границы, и по нижним, видно, что в центре прибавка есть самая максимальная. Ребят, сказать, что я был в шоке после того, как я увидел, что происходит с фарой после бронирования, это ничего не сказать. Я начал думать, в чем проблема, что могло так повлиять. Я проверил лампочку, лампочка та же самая, никто ее не менял. Проверил расстояние, естественно, я там мог ошибиться при установке фары где-то вот буквально 10-15 сантиметров, это максимум. Но это никак бы не повлияло на то, что фара стала светить ярче. В общем, я долго думал, что здесь могло быть не так. Где параметр, который отвечает за улучшение света? У меня единственный вариант есть. Есть вариант, единственный правдоподобный вариант, это то, что когда ребята клеили пленку, соответственно, вот этот клеевой слой, который находится на пленке, он заровнял еще частично вот неровности, которые остались после полировки, и таким образом сделал вот этот поликарбонат еще более прозрачным, И косвенно, кстати, вот эту версию подтверждает вот третий график, а именно светотеневая граница. То есть видно, что она стала еще более четкая. То есть мы меньше слепим встречных, но лучше видим дорогу. Вот у меня только единственное такое объяснение такому поразительному эффекту. Кстати, наверное, пора сказать, что это была за пленка. Ребята занимаются пленкой 3М. Тут я, в общем-то, отдал пленку профессионалам.
отдал фару профессионалам, и они сделали вот так, как они хотели сделать, и так, как они умели, и своим материалом. То есть у меня никаких предубеждений нет. Но если у вас возникнут вопросы, что здесь за пленка, это пленка 3М, и я спросил по поводу толщины, они сказали, что это 150-я пленка. Пленка эта 3М-овская, полиуретановая, естественно. И я спросил также у ребят по поводу, что они считают лучше, все-таки бронирование фар пленкой или покрытие лаком. На что они мне однозначно сказали, что пленкой. И, в общем-то, на основе тех данных, которых я сейчас получил, я понимаю, что действительно пленка – это гораздо интересный вариант, потому что она не дает шагрени, в отличие от лака, и гораздо более прочная. Кстати, по поводу прочности. Ребята провели такой эксперимент, показали мне прочность вот этой пленки, полиуретановой 3М. Они взяли биту, бита, которая, понимаете, вот это закручивают саморезы, она такая длинная у них была, взяли, натянули пленку и попытались, соответственно, вот этой битой, которая достаточно острая под крестовую отвертку, прорвать вот пленку, то есть нажимали. И у них ничего не получилось, то есть пленка просто растягивается. Хотя, на мой взгляд, когда они начинали это делать, я понимал, что острым предметом, грубо говоря, проткнуть тончайшую пленку, это как бы обычный вариант, и ничего в этом сложного нет. Но, тем не менее, пленка растягивается, то есть вот та прочность, которой она обладает, это просто фантастическая прочность. И она несравнима ни в коем мере с лаком, потому что лак, вы сами видели, он пескоструится, его в итоге мы, собственно, и полировали, чтобы убрать все неровности. Единственный момент, вот я еще проконсультировался с ребятами, кто тоже занимается бронированием, они мне подсказали такую вещь, еще проверить вот прозрачность вот этой пленки через хотя бы, говорит, месяц. Проверь через месяц, сделай замеры и вот сопоставь варианты, потому что что будет тут с этим клеевым слоем, насколько он там испарится, не испарится. Хотя вроде ребята сказали, что за 2 суток она испаряется, но все-таки вот у меня единственный вариант есть отложить еще один тест где-то на месяц и там посмотреть, что в итоге будет со светопропусканием данной пленки и, грубо говоря, какие данные мы получим. Поскольку данные крайне необычные, я бы хотел, ребята, чтобы вы написали свои версии в комментариях, что же все-таки происходит с фарой после бронирования, в данном случае вот этой пленкой 3М, какие ваши версии, потому что я перебрал, в общем-то, основные версии, где я мог ошибиться и понял, что настолько сильно я ошибиться не мог. То есть, повторюсь, фару я где-то мог сдвинуть вот примерно настолько, то есть 15-20 сантиметров от экрана, но тестирую я на 10 метров, и это незначительное, скажем так, смещение, чтобы получить такой прирост освещенности. Лампа, повторюсь, была тоже стандартная, и тут тоже у меня причем я ее даже не трогал. Напряжение то же самое было выставлено, то есть я как мог максимально вот именно повторил эксперимент, который делал до этого. Единственное, что между ними, конечно, было время, потому что фару необходимо было отдавать на бронирование. Мой выбор по поводу бронировать или не бронировать, после того, как я увидел и после вот тех показаний, которые я, соответственно, получил, однозначно бронировать. Ребят, кстати, услуга стоила 1750 рублей за одну фару. Умножайте, соответственно, за 2. Но в других конторах там было в районе 4,5 за 2 фары. Поэтому тут меня вполне устроило, что, во-первых, ребята взялись, а во-вторых, сделали дешевле, чем в других конторах. И, наверное, через месяц, может быть, я запилю все-таки еще одно видео по поводу все-таки, что же будет с этой пленкой. Но пока эта пленка только улучшает цвет. Собственно, на сегодня, думаю, и все. Если эта информация была вам полезна, ставьте лайк. Если была бесполезна, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео.